Меня зовут Кадыр. Я дизайнер, основатель студии «Мозгами». Я обожаю автомобили. Ну что, прокатимся по нашему Бишкеку? В общем, как автолюбитель, автоэнтузиаст и как руководитель BMW клуба Кыргызстана мы часто говорили на тему о том, кто вообще, в принципе, в этом регионе был одним из первых людей, который катался на железном коне. Да? Это было очень интересным таким вопросом. И первым человеком оказался Бабахан Нурмухамедбаев. Он был токмокским бизнесменом. Он занимался производством масла. Он привез первый автомобиль марки Берле, который, кстати, был прародителем нынешнего Рено, да? В то время этот автомобиль считался очень премиумным, одним из таких топов, в автомобильном мире. С этим автомобилем он позже уехал в город Верный, и у него был один из интересных, так скажем, соратников, Яган Рейнвальд. И с этим человеком они тогда образовали фактически первый таксомоторный бизнес в регионе, да, не только в Центральноазиатском, но и на территории России. Итак, мы заходим в спальню Чингиза Төрекуловича. По разным рассказам, он любил очень рано просыпаться, и у него было на это две причины. Первая причина – это большое количество времени для творчества, и он очень сильно любил активный образ жизни, потому что он считал, что в здоровом теле здоровый дух. Утром у него была пробежка, водные процедуры, и также он любил кататься на роликах. А вторая причина – это звонки. С самого раннего утра его телефон разрывался, было огромное количество звонков со всего Союза, и также у него было очень много встреч, большое количество людей хотели спросить его совета, какие-то творческие дискуссии. Ну и, конечно, хотели послушать мудрость такого человека. Тут проходили встречи разного уровня с разными умами нашей планеты. Например, на этом кресле сидел Габриэль Гарсия Маркес, «100 лет одиночества», автор. И он же был лауреатом Нобелевской премии. Нам теперь только остается догадываться, да, о чем эти великие писатели говорили. Мне кажется, талант такого великого мастера, конечно же,
ты осознаешь и ощущаешь, когда ты видишь такое признание, да, мировой общественности. Вот. Даже вот здесь есть орден Большой Крест герцогства Люксембурга. Мне кажется, не каждый такое получает. Да, точно. Ну, конечно, поражают масштабы, да, личности писателя, потому что тут большое количество глав государств, большое количество разных встреч с разными, конечно, очень интересными людьми. Это причем происходило в то время, когда не было понятия рекламы, продвижения. Интернета. И география география. гораздо сильнее, чем сегодня. Да. То есть люди читали его произведения, а потом влюблялись, да, так скажем, в него. Мне кажется, это очень круто. Ого! Это автомобиль, на котором Чингис Толикулович ездил. Очень волнительное чувство, конечно. Ягуар XJ40. Мне кажется, здесь в этом плане мысль того, что вкус распространяется на все. Да. Да, от того, как он выглядел, Да. что он писал, как мыслил, Как он разговаривал, на чем да. он ездил, в Да, том числе да. это как бы отображает глубину и масштаб, да, личности. Да. Да, очень, конечно, эмоции непередаваемые, ничего не скажешь. Да, прям. Джек, Джек. 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 Здесь Джек, да, они же так говорят, Джек. Ну, еще цвет, конечно, да, очень интересный. Такой, да, темно? Темно-бордовый, Да, темно-бордовый, шоколадный. сливовый такой какой-то. Да. Мне кажется, на ней с каждым годом она приобретает еще более, да, какой-то шарм, как вино хорошее. Да, конечно. Ну и учитывая, чья это была машина, конечно. Харизма тут просто прет от машины, харизмой. Даже вот эти полосочки, конечно, обалденные. В 90-х было модно такие полоски делать. BMW Alpina тоже делали такие полоски. Majestic, но кузов XJ40. И получается удлиненная база тут, ну как бы в простонародье лонг, да? Лонговая версия, лонговая или как там еще. Вот. Ну, конечно, вот эти хромированные вставочки, это очень, очень круто. Хромированные эти элементы, детали, да? Все дело в деталях. Да. Мне кажется, раньше машины лучше рисовали. Лючок бензобака, смотри, как необычно расположен. Я думаю, не случайно портреты Касыма Тыныстанова и Юсупа Абдрахманова тут оказались вместе на одном щите. И, конечно, тот факт того, что в городе Бишкек улица, прошлая улица Советская, ныне Абдрахманова, и улица Тыныстанова тоже являются параллельными друг другу. Я думаю, это один из таких, наверное, хороших символов того, что мы помним, кем они были.
и проносим это сквозь время. Смотри, очень такая проникновенная фотография, да? Абдрахманова и супруги. Конечно, очень взгляды такие твердые. Смотрят в будущее. Гульбахрам, супруга. Знал, что семья Абдрахманова была вхожа в семью Маяковского, они дружили семьями. Однажды сам Маяковский подарил Юсупу письменные и бритвенные принадлежности, а его супруге Гульбахрам золотые часы. Я думаю, что это характеризует масштабность личности того времени. Не каждому дано быть другом такого большого поэта и человека. Да. Очень, конечно, мрачно осознавать, что жертв было около 20 тысяч человек. Да, около 20 тысяч. Вот. В период с 38 по 41 ориентировочно. История возникновения этого места очень трогательная. Я раньше всегда думал, почему именно это место, да, а потом, когда я впервые посетил музей, конечно же, там мне все рассказали о том, что тут недалеко был кирпичный завод, и как раз там и все эти ужасные действия и происходили. Вот по рассказам Абакана Ата, в ту ночь он оказался случайно в этот день в селе. Так вот, всем жителям запретили выходить из домов, собак заставили держать во дворе, был выключен, электричества не было, и, соответственно, в ту ночь слышны были только выстрелы. По сути, люди были свидетелями негласными, да, этой трагичной даты. И столько лет эта тайна хранилась у одного человека до 85-го года, по сути. А вот и остатки, да, кирпичей, которые являются свидетельством того, что тут была фабрика. Ну вот то, что огромный слой земли накрывает эту фабрику, говорит о том, что пытались скрыть это все, и все село после этого дня не могло спокойно спать, потому что огромный такой тлетворный, зловонный запах исходил из этой кучи. Конечно, очень тяжело было всем осознавать, что происходило здесь. Это по рассказам дочери, да? Ну, тут видно, да, что эта трагедия коснулась всех народностей, которые жили на территории Союза. И тут был вопрос больше. Была трагедия, да, как бы общая. Общий дом, одна родина. Одна родина, да. Ну, какие у тебя вообще эмоции, ощущения? Ну, знаешь, одновременно и куча мыслей, и при этом никакой абсолютно. Потому что эмоционально ты очень сильно переживаешь, при этом очень много тем в голове крутится. И... Ну, на самом деле, очень хорошая пища. Для размышления, да? Очень хорошая. Да.